Враженнями від цієї зустрічі з дипломатами в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі поділився кандидат у президенти Володимир Зеленський. Він також відповів на запитання, як закінчити війну на Донбасі і що чекатиме на бізнес в Україні. У нас две глобальные проблемы. Война на Донбассе и, естественно, люди очень боятся инвестировать в Украину. Людям страшно. Их финансы не защищены. На бизнес давят. Всевозможные органы правоохранительные, которые вообще не должны этим заниматься. Поэтому функции давления на экономику и влияния на бизнес, это есть и в нашей программе, все эти функции должны быть убраны у правоохранительных органов, у службы безопасности, у Генеральной прокуратуры, у МВС. Вот. И для этого должен быть создан отдельный орган, который занимается экономическими преступлениями. Вот. Что касается бизнес-отношений, экономических отношений с Западом, они ждут гарантий. Они считают, что с новым президентом у них появится гарантия. Все восхищены нашей компанией, ну, в хорошем смысле, вот, восхищены, и все признали, что первый шаг мы уже сделали. Судя по результатам, положительным результатам первого тура, мы уже объединяем Украину. Также обсуждали, как голосовала за нас армия, и по результатам голосования армии мы тоже победили. Я, кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех военных. Но на этом нельзя останавливаться. Обсуждали наши шаги, наше видение в борьбе с коррупцией, перезапуск антикоррупционных органов, запуск антикоррупционного суда, в конце концов. 2 года прошло, обещания продолжаются, но я думаю, что мы все это сможем сделать. Говорили о том, что должен быть в конце концов появиться и налажен нормальный климат для инвестиций, как украинских, так и западных инвестиций. Наш курс о том, что этот курс евроинтеграции и курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается менять этот курс, естественно. Говорили о НАТО достаточно долго. Мне кажется, все согласились, что, я это сказал открыто, я лично, как гражданин Украины, я за НАТО. Но для того, чтобы вступить в НАТО, все-таки, это записано и в нашей программе, мы должны людям объяснить, что это не какой-то аллигатор, который действительно хочет проглотить нас, Украину, что это действительно безопасность страны. Нужно достучаться до каждого человека, который живет на востоке Украины, на западе. Все знают об этом, все за курс в НАТО, но, естественно, достучаться до каждого украинца. Вот. Но НАТО обязательно должен быть через референдум. Вся Европа хочет помогать Украине. И встречались люди, которые действительно переживают по поводу судьбы Украины. Все понимают, что самая главная сейчас задача не просто остановить войну, а первые шаги сделать, прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договоренности, продолжать минский процесс, но все согласны и все убеждены, что правильно, что нужно реформировать минский формат. Война с Россией, поэтому нужно говорить с Россией, однозначно говорить, должны быть переговоры и формат разговоров с Россией, дипломатический формат в присутствии западных представителей. И еще мы говорили о том, что должна быть очень серьезная начата информационная война, в которой мы должны быть победителями. Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на Востоке, на временно оккупированных территориях, и объяснить людям, мы все украинцы. Это не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения, начать платить пенсии людям. Пенсии людям, которые живут там, они такие же украинцы. Говорить им, что, ребят, вам просто запудрили мозг. Это все информационная война, что мы вас ждем, мы вас любим, мы всех победим, вы украинцы, скоро мы обо всем договоримся, стрельба закончится, вы вернетесь в состав України, всі окуповані території. А скільки ви для себе даєте часу на вирішення цього питання? Питання війни і миру? Для первого этапа это прекращение огня на Востоке. Я думаю, что мы не можем себе позволить вообще какой-либо долгий процесс.
Потому что каждый день мы с вами начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на Востоке. Мы понимаем, что каждый день – это каждая жизнь, это каждая человеческая судьба. Это большая трагедия для каждой отдельной семьи. Мы должны это поощущать, мы должны это ощущать и примерять всегда на себя. Потому что будет с твоей семьей, если ты потеряешь сына, или ты потеряешь кормильца, или ты потеряешь брата и сестру. Поэтому здесь каждая жизнь очень дорога. Поэтому у нас нет возможности, знаете, как в спорте, разминаться. Тут надо уже подходить и выполнять свою задачу и делать подход. Ви готові до перемовин з Путіним? Да. Чим готові пожертвувати? Но жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой. Это не только в Конституции Украины. Это в сердце каждого нормального человека, в сердце каждого гражданина Украины. Я убежден в этом.